Все, что вы сегодня услышите от меня, это сугубо мое личное мнение, и, может быть, я в каких-то вопросах буду неправ, что-то, может быть, неправильно скажу, может быть, это не совсем так, как я думаю. Если какие-то есть ваши мысли, вы можете поправлять. Я как бы готов к общению, готов объяснить или услышать вас и, может быть, принять вашу версию того, о чем мы будем сегодня говорить. А говорить мы будем сегодня о том, о нашем замечательном Prompt Magic, поскольку это пока, скажем так, одна из функций, которая доступна на бесплатном режиме, бесплатном аккаунте. То есть пока нет на бесплатном аккаунте алхимии, но в принципе Prompt Magic это сильная вещь, которая может давать вам очень много интересных артов, которые вы можете сделать. Вот. И первое, во-первых, о чем я хотел сказать, то есть в одном из предыдущих стримов я показывал, что Prompt Magic, он несколько ограничен в чтении того промпта, который вы ему подпихиваете, да, подсовываете. То есть он не читает промпт, если он длиннее, чем... Ну, экспериментальным путем установили, что где-то чем 350-400 символов. 400 – это вообще крайний случай, когда он может прочитать. То есть все короткие промпты он совершенно спокойно читает и совершенно спокойно их воспроизводит. Второе, о чем я хотел сказать по поводу Prompt Magic, это то, что раньше эта функция была, стоила столько же, сколько и обычная генерация, но она была, у нее был только режим включить и выключить. И в пояснении там было сказано следующее, что эта функция усиливает ваш промпт в 2 раза. Вот. Насколько я понял из того, что сейчас мы видим, вот, то есть есть вот такой ползунок, тут 0,75, 0,8 крайнее положение, и здесь 0,1 крайнее положение. Это как раз то, насколько Prompt Magic усиливает ваш текущий промпт, который вы ему скармливаете. Соответственно, как бы чем меньше усиление, тем он будет ближе к генерации без Prompt Magic. Эти два момента, которые я хотел подчеркнуть, что у Prompt Magic есть сила влияния, то есть он усиливает промпт. Чем больше вы выкручиваете, тем сильнее это он делает. И второе, то, что он все-таки не читает больше 350-400 символов. Соответственно, как бы длинный промпт ему бесполезно пытаться впихнуть, и он все равно его обрежет ровно настолько, насколько он рассчитан. Вот. И как раз сегодня я хотел бы совместно с Димой и с вами обсудить то, как можно длинный промпт, потому что я знаю, что большинство пользователей Леонардо, когда начинают здесь какие-то делать генерации, они чаще всего просто заходят на страницу, где расположены вот эти вот замечательные работы, и находят для себя интересный промпт, и просто его копируют и вставляют туда, да? То есть вот берут вот так вот раз, о, какая классная картинка, дай-ка я вот возьму и скопирую. Но не зная функции Prompt Magic, не зная его особенностей, они не понимают, что они получат то же самое изображение. Может быть, как бы, ну, с этого промпта я, наверное, и начну. Я специально его не готовил, сразу говорю, поэтому могут быть какие-то моменты. То есть мы просто возьмем его, скопируем, будем переводить. И заодно я буду рассказывать о том, что можно из этого промпта убрать или как можно сократить. Ну и дальше читаем по тексту портрет экзотически красивой кавказской женщины высотой до пояса, одетый в модную одежду на пляже, идеально детализированное лицо, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. То есть портрет по пояс, да, есть такая особенность у Prompt Magic, что он практически все ваши генерации
будет увеличивать, то есть он их будет приближать. Поэтому все, что связано с описанием портрет, по пояс и так далее, из стартового промпта можно смело вырезать, как вы говорили, как хирург, да? Это все равно, да, это все равно не повлияет. Вернее, вам все равно придется доделывать что-то. Скорее всего, вам придется какие-то фразы добавлять, которые будут отдалять изображение. То есть так, модная одежда на пляже. Одежду можно, я полагаю, тоже убрать, потому что если вы будете писать модная, то, скорее всего, она будет одета. И wearing тоже это слово, которое говорит о том, что она одета, можно убрать. В данном конкретном случае woman тоже можно убрать, потому что Caucasian, как показывает практика, это, в принципе, женское, обращение к женщине. То есть зачем еще добавлять, что это woman? Хотя, это мы просто пробуем, и как вариант я предлагаю, что можно убрать и woman в данном случае. Beautiful Caucasian, то есть это практически красивая женщина. Почему кавказская, я не знаю. На самом деле она получается вполне себе европейская, если вы заметили. Ну, это не обязательно кавказская. Caucasian – это европейская, североамериканская. Больше считается. Perfect detailed face. Я бы пока тоже его убрал, потому что это автоматически фокусирует нас на лице, и, скорее всего, это приблизит объект к... То есть будет очень слишком широко выделено это лицо. То есть мы всегда можем это будет добавить в дальнейшем. Симметрические глаза. Я ни разу не видел, чтобы Леонардо делал глаза несимметричными. То есть они всегда симметричны. То есть остается что здесь? И вот он пишет with circular iris. То есть это круглые, что это? Радужка круглая. Фигня полная. Он все равно ее сделает кривой. Симметрично кривые глаза. Зачем это прописывать? Незачем. То есть мы уже сократили это до карие глаза. Hazel. Реалистик, пусть будет реалистик. Повторение реалистик фотограф. То есть если мы делаем реалистичное изображение, писать, что фотограф будет суперреалистичным, по-моему, это излишне. Танин, в принципе, потрясающий. Этот промпт может повлиять на конечный результат. Я пока тоже убрал бы его. Нам главное добиться, чтобы вот здесь было не 602, как сейчас, а 400 хотя бы. Смотрите, тут начинает накладываться два способа создания изображения. 3D-рендер и фотограф. То есть вы должны для себя сами определиться. 3D-рендер, вы что хотите? Это чтобы было похоже на компьютерную графику? Тогда фотографа и реалистик все можно убирать. Если хотите, чтобы это было все-таки похоже на фотографию, тогда 3D-рендер, рендер, все, что касается этого, можно смело убирать. Потому что вы уже сказали, что это будет делать фотограф, а не компьютер. Зачем еще раз? Intricately detailed – это сложно детализированное, да? Тут безотносительно чего-то, поэтому можно говорить о том, что можно detailed не писать здесь, можно оставить просто intricate. Теперь вот широко известный нам и trending on ArtStation и всякие, и так далее, и тому подобное. Это можно оставить на потом, когда в целом промпт будет уже почти готов, у вас останется свободное место, можете добавить все эти ArtStation и всяких там, что там еще обычно добавляют, какие модные журналы там прописывают. Изометрик я вообще не понимаю, зачем он сюда этот изометрик воткнул. Он же не изометрические изображения делает, то есть портрет женщины, причем тут изометрик. Убираем. Опять централизированное, гиперреалистичное,
кавер-фото, то есть журнальное фото. Ну, можно писать, ставить кавер, то есть вот это все брать, drone. Опять, смотрите, он... Борисович, извини, перебью. Ты скинь, пожалуйста, изначальный промпт и отредактированный тобой, чтобы они были оба в чате. Да, без проблем, сейчас это сделаю. Спасибо. Опять, он начинает смешивать, то ли это фотография, то ли это нарисовано от руки. Я думаю, что то, что нарисовано от руки, это можно убрать, потому что все-таки это больше похоже на фотографию. Здесь указывает темный цвет, потом указывает художников, Гритти, Мурча, Климт. Опять, highly definition. Ну, пока лишнее. Не вижу, это фотография, зачем highly definition. Синематик, да, согласен, это передает общую атмосферу кинематографии, да. Неопрен, ну, давайте пока оставим. Опять вот какой-то winner. И теперь пошли уже нормальное описание. Так, портрет, featured on Unsplash. Показанный на Unsplash. Опять все что-то с модой связано, где-то показано. Не с модой, а с какими-то конкурсами. Стилизованный digital art я бы оставил, потому что ну, часто фотографию немножко стилизуют. Поэтому здесь можно это, я считаю, что оставить. Ультра high definition опять. Фокус оставляем, фокус нам интересен. Artwork, masterpiece. Ну, masterpiece обычно вот как бы очень часто делают просто. Его вставляют сразу вперед. Masterpiece это у нас шедевр, да. Практика показывает, что действительно он дает некий, ну, что-то типа элеганс. Знаете, есть такой токен элеганс. Он придает элегантности. Masterpiece, шедевр, он тоже придает некую элегантность изображения. Ну, всеми любимые это Джиджер и Бекинский. И вот часто добавляют, еще часто пишут Рудковского. Ну, пусть будут. 359 у нас осталось. То есть, в принципе, у нас еще вот эти вот highly detailed можно тоже убрать. А яркое оставить вибрант. Так, минус. Минус. Давайте РТ этого вернем. Я как бы не знал, что это художник. Поэтому давайте мы его вернем. Вообще, как бы, такое перечисление художников, после запятой сразу художник, чаще всего влияет на изображение, как будто бы вы хотите изобразить этого художника. Обычно пишут by RT, тогда это было бы правильно, то есть это было бы изображение, ну, как бы, говорило бы о том, что это было создано этим художником, а просто RT, это, ну, если в базе Леонардо, когда тренировали модель, был РТ, то, скорее всего, он просто его будет показывать. Ну, стремится изображение сделать похожим на РТ. Такое у меня часто было, когда просто бай забываешь поставить, ты смотришь, у тебя вместо девушки получается мужчина. А почему мужчина? Потому что художник был указан такой. Так, ну вот, еще раз, тогда мы здесь для примера, так как это RPG, скорее всего, сделаем со старым промптом, не урезанным и не обработанным. Вот, то есть вот как это выглядело бы, если бы мы ничего не пытались сэкономить. И вот у нас сэкономленный промпт. Я гарантированно могу сказать, что этот промпт весь считается промпт-матиком. Вот. И здесь такой момент, ребят. Я, например, никогда не делаю Widen Scale семерочку и никогда не делаю Prompt Magic Strange на 0.4. Я, как правило, смотрите, если изображение достаточно мелкое, 640 на 832, я Widen Scale ставлю на 4-5. Ну, можно пятерку оставить. Вот. Почему так делаю? Потому что выкручивание в большую сторону вот этого параметра, он как бы изображение начинает
как бы оно становится пережженным, что ли, такое, выделенным, выпирающим. Вот. И поэтому я обратил внимание, что четверка, пятерка – это предел, на котором работают практически все модели, в том числе и Dream Shaper, либо и что там еще, и RPG, ну, все Dream Shaper. Вот. А что касается Leonardo Diffusion, то там можно даже двойку ставить смело. Он, чтобы избежать вот таких вот, помните, угловатые лица, как вот здесь получилось, да, вот она. То есть, если вы даже двойку поставите, вот, и тогда вот эти углы сгладятся, и будет лицо не таким, как бы, резким, если так можно выразиться. Вот. И здесь я ставлю 0,25 и пытаемся сгенерировать то, что было у Танвира на том изображении. Ну, кстати, я полагаю, что, скорее всего, задумка была такой. То есть, зная, какие арты обычно делает Танвир, скорее всего, ему не удалось воплотить это в том промпте. То есть вот так это все работает. Мы очень много чего сократили, но, на мой взгляд, это гораздо круче изображение, чем то, что было у Танвира. Конечно, это не повторяет его изображение, но мне оно больше нравится. Как ваше мнение по этому поводу? 100% согласен. Глаза больше выразительные, мне кажется. То есть, ну, давайте вернемся, что там Танвир делал. Не, ну там совсем другое лицо, но это, конечно, просто небо и земля. Там было совсем... Вот, по сути, за базу мы взяли его промпт. Ну да, вот его девушка. А, у него она еще и на вытянутом, извините. В том разрешении, которое вставлял Танвир, здесь у нас получилось вытянутое лицо. Решается эта проблема элементарно с помощью негативного промпта. Кстати, вы обратили внимание, что девушка все равно получилась девушкой, а не мужчина никакой. Мы пишем здесь long Блин. neck, длинная шея и long face. Long face. В общем-то, вот и все. Да, возможно, такая вот интересная, детализированные вот такие вот детали получились из-за того, что у него какой-то там еще длинный негатив, но я сейчас не готов его еще негатив анализировать. Достаточно того, что позитив проанализировал. То есть, ну, как бы можно еще добавить. Вот. Не хочет он. Prompt Magic вообще очень капризный с точки зрения того, что он, если приблизил вам картину, там объект какой-то, то для того, чтобы его отодвинуть дальше, там просто так из себя выкручиваешься, и не всегда это получается. Ты ему и пишешь и full body, и everybody, и так далее. Ну, это здесь просто брак. Отлично. Здесь брак. Ну, а здесь, в принципе, смотрите, геометрически, как это, не геометрически, а анатомически правильное лицо, правильные губы, шея достаточно короткая, не длинная, как обычно, вот такого формата изображения. То есть, в принципе, мы записали long neck, long face, long head. И наша вот эта картина, это для того, кто пробует вот такие разрешения стандартные, 512 на 1024. То есть вот эти три токена, они просто must-have в негативе, потому что у вас модель натренирована на 640-832, и когда она растягивает на вот это разрешение, которое вы ей подпихиваете, модель пытается его вытянуть просто. То есть берет
делает вот такое изображение, вот такое, и растягивает его на все. А, кстати, оно даже здесь лицо длинноватое. Это, скорее всего, особенности какого-то из художников. А в большинстве случаев, у меня вот первый раз так получилось, что его стартовая работа очень сильно отличается от сокращенной версии. В большинстве случаев стартовая работа, она была после сокращения похожа. Но мне казалось всегда, что оно какое-то более красивое, что ли, получается с Prompt Magic. Потому что там у него, по-моему, Prompt Magic как раз не был использован. Ну, мы сейчас для чистоты эксперимента уберем Prompt Magic и сгенерируем то же самое изображение без него. Посмотрим, что у нас получится. Ну, такое. Жесть. Извините за такие вещи. Повлияло то, что мы убрали вот это Fashion Beauty, или что там было-то, модная одежда, которая была. Может быть, это из-за этого. Давайте добавим обратно вот это описание. Trendy clothing. Мы тут пляж убрали, вон что. Ты, Борис, пляж. все через переводчика, Google переводчик или Яндекс? Я Просто он перевожу... бывает, я, извини, перебил, он криво переводит. Действительно криво. Он иногда слова неправильно подбирает. И Я получается. делал здесь в Яндекс.Переводчике для Да. того, чтобы Скорость была. было видно сколько символов. Символов. Вот, обычно, ну как обычно, меня тут лайфхак Дима познакомил с лайфхаком. То есть обычно это делается вот как бы вот так вот. В модной, вот так вот, да, пишем, в модной одежде на пляже, да. Сейчас мы, ну я так делаю, то есть потом мы тут запятую мы пока есть, то есть мы потом вот это все выделяем в модной одежде на пляже, потом нажимаем сочетание клавиш, и у нас получается вот так. То есть это делает у нас DeepL. Если вы хотите узнать, как это делается, я могу сейчас рассказать. В принципе, то есть мне не обязательно было туда это переводить, то есть можно было сочетанием клавиш вызвать DeepL на главный экран. Я не знаю, его видно сейчас у вас? Нет, не видно. Это плагин какой-то или отдельная программа? Это отдельная программа, это сайт, который занимается профессионально только переводом. Соответственно, у него есть дополнительное, как это сказать... Расширение для браузера. Нашего браузера. Ну, И плагин, есть, получается, да. Да, плагин. И есть сама программа. Потому что плагин не всегда срабатывает корректно. Так, ну, с сокращением промпта, как бы, я надеюсь, вопросы, если есть, как бы давайте, задавайте, чтобы я по ходу пьесы перешли куда-то дальше, может быть, двигались, показывать что-то другое. Я позже зашел, ты, получается, показывал, как какие-то выражения сократить, правильно? Да, я показывал, что нужно выбрать концепцию, которую создатель большого промпта придерживался, да, фотореалистичность. И просто убирал те слова, токены, которые были, ну, явно из другой оперы, там, 3D-рендер, например, это никакого отношения к фотографии не имеет. Или там нарисованные от руки. Я вот эти вот, как бы, лишние, на мой взгляд, слова убрал. Я говорю, я не претендую на истину в первой инстанции, то есть это мое ощущение, но как по мне, так получилось совершенно неплохо и даже достойно в какой-то степени. То есть никто бы не подумал, что тот арт, который выложил Танвир, и вот это один и тот же промпт. Давайте перейдем дальше. Сейчас мы посмотрим. Ну, просто как бы это лайфхак, это не имеет
прямого отношения к Prompt Magic, это просто берем этих художников. Угу, понятно. Buy. И здесь buy. То есть нам нужны не сами художники, нам нужны их работы. Поэтому художников мы пишем через buy. А здесь мы пишем иллюстрация детской книги. Девочка, например. Все. То есть вот наш весь промпт. Children's Book, Girl, by Emily Kravitz. Я не буду их вытягивать, потому что... Лучше Kids Book. Ну, давай. Ну, это правильно Давай. просто по-английски будет, да. Что, потом, я же поэтому и говорю, он будет кривото переводит. Kids. Да, сегодня было Kids Book. Ну, так правильнее по-английски, они так просто общаются. Мы возьмем старенький Dream Shaper, чтобы показать, как работают именно художники. Потому что новый Dream Shaper, он уже от себя добавляет там художественности. То есть мы получаем вот такую рисовку. Это именно смешение двух стилей этих двух художников. Ну или вот так. Шестой от себя добавил. Ну тут какое-то чучело-мяучело. Тут фон. Какие-то акулы летающие, смотрите. Ну, как бы все-таки это детская книжка, поэтому мы можем предположить, что это, скорее всего, какая-то сказка. Ну Prompt Magic у меня врублен, конечно, он все усиливает. Давайте еще без него. Девочка-пират. Да. Если вы хотите на рисованные изображения добавить больше деталей, вы можете поднять. Именно это касается только рисованных изображений. Ну вот тоже прикольно. То есть вот такая вот картинка. С милым котиком, без зрачков. Пальцы. Ровно как говорят, должно быть 5 пальцев на руке. Вот здесь их ровно 5. Именно как бы большой палец, видимо, вот этот, который сверху. Подожди, все правильно, 4 же, нет? Нет, их по 5. Обычно, знаете, Точно. обычно, знаете, когда не знают эту фишку, что пока не научилась нейросеть рисовать пальцы, все пишут 5 пальцев на руке, 5, мне надо 5 пальцев. Вот прям указывают это 5 пальцев, не 6, не... А я как-то делал, в негативе 6 писал. Кто-то в пишет негативе. 10 пальцев всего. 10 Или не более 5 там. Я Вот еще про как раз конечности писал, там, не более 20 на конечностях. Такое. Вот сейчас мы написали 5 пальцев. Представьте, что мы написали 5 пальцев. Нейросеть вам дала 5 пальцев. Как вы правильно. хотели? Все правильно. Ты попросил 5, получи 5. Так, и продолжим. Значит, если вы хотите именно рисовку усилить количество деталей, то можете поднять Grid and Scale до 9. Это же касается и Prompt Magic. Мы включаем Prompt Magic, тут выкручиваем побольше, 0,5, например. Уже, так, у нас с Prompt Magic была вот эта девочка. То есть Prompt Magic, когда его больше поднимаешь, он добавляет больше деталей, больше художественных образов, что ли. Ну, то есть, смотрите, появились звездочки какие-то, какая-то ворона. И усиление
Prompt Magic также приближает больше к тому, как рисовали художники. То есть, скорее всего, они так не рисовали, а скорее всего, они ближе вот так вот рисовали. Понимаете, о чем я говорю? А зачем это нужна фишка вообще? То есть почему изначально максимально приближенно не рисовать, как попросил? Или ты хочешь какой-то стиль близкий к их придумать, но не чтобы он Да. отличался, да, например? Ну да, я Да, понял. я смотри, я не стал писать после игел никакие там нарисованные там как карандашом там или, ну, то есть как обычно пишется, как рисовка пишется. То есть указываются цвета, там бла-бла-бла, в каком стиле это нарисовано, там, в каком, что там, где краской накрашено, где карандашом подчеркнуто, где использовались чернила. Есть художники, они уже в каком-то стиле рисуют. И этот стиль передается вашему вот этому короткому промпту. Illustration of Kid Books, a girl. Все. Вот. И теперь мы плавно переходим опять к Prompt Magic. Мы художников оставляем в стороне. Мы теперь будем рассказывать о том, что вы можете еще... Ну, давайте сгенерируем изображение вот так, как мы это сделали. То есть просто без всяких художников, чтобы понимать, что оно нам даст. И я вам покажу, как еще можно повлиять на промпт. То есть, ну, вот такая девочка. Борисыч, извини, а ты можешь еще дополнительно открыть этих художников в соседних вкладках и показать, в каких стилистиках они рисуют? То есть у тебя что-то среднее между их стилями получилось, по идее. Которых я сейчас зацепил, да? Да, то есть открой одного и второго, покажи, как они рисуют. Но это скорее уже тоже кто-то этим стилем воспользовался. Я так понял, это художник-иллюстратор, который... Она детские книжки, да, иллюстрирует? Ну, потому что я в чат GPT попросил именно художники, рисующие для детских книжек. Вот их и выдало. То есть вот второй художник. Ну, тут как бы его работ нет. Ну вот, наверное. Как-то так. Вот, значит, мы подгружаем в это окно именно image prompt, подгружаем какое-то изображение. Я просто взял первое, которое мне попалось в голубых оттенках. Так, вот оно как выглядит. То есть это в голубых тонах, лунное сияние, тут лодка какая-то на воде. Вот. И как работает с этим image prompt? Он превращает его в слова. То есть, грубо говоря, представьте, что мы вот после girl добавили слова, которые описывают вот это изображение. И таким образом мы получаем то, что мы, ничего не прописывая в промпт, можем изменить его стиль, можем изменить его наполнение, так скажем, объектами. Потому что Prompt Magic считывает не только цвета, он считывает формы, он считывает объекты. Ну и вот такая вот получается картина. То есть мы как бы добавили к тому промпту, который у нас был, Illustration Book, a Girl, добавили туда Луну, которая как бы стекает или истекает из девочки. Вот это звездное небо. Вот такой вот стиль. Я называю это стилями. Я как бы для себя определил взял некоторые картинки, как бы сохранил их. И в некоторых промптах, когда я использую Prompt Magic, я добавляю это в качестве стиля для того, чтобы получить
То есть либо удлинить Prompt Magic, если он как бы все уперся в стенку, 350 символов, дальше его уже нельзя расширить. Но у меня такое редко бывает, я длинные промпты не люблю. Мне проще вот действительно добавить какую-то картинку. Здесь можно подгрузить до 5 изображений. Можно как бы вот это изображение, например, дополнить. Поэтому я всем советую, как бы, если у вас есть какие-то изображения, которые вам очень нравятся, и вы хотите как бы их использовать в качестве стиля, вы можете их сохранить, и вы получите гораздо более богатое количество изображений с помощью использования функции ImagePrompt. То есть, еще раз повторюсь, это как бы Леонардо считывает картинку. Не обязательно, чтобы она была создана в Леонардо, это может быть и леонардовская картинка, любая. Ну да, значит, он из этого изображения вытягивает какой-то промпт для генерации. Да, совершенно верно. То есть это не обязательно может быть изображение, которое сгенерировано в Леонардо. То есть как бы у нас было такое мнение, то есть вот видите, Deliberate 11, да, вот это сгенерировано в Леонардо. Ну, выглядит достаточно круто. Вот. Теперь хотелось бы дополнить. Здесь есть два таких регулятора. Ну, Prompt Magic Strange – это просто сила Prompt Magic, мы ее уже рассматривали, да. То есть здесь вы просто говорите, насколько сильно должен быть промпт использоваться, усиление промпта, насколько должно быть. Есть здесь такой ползунок image weight, то есть, я так понимаю, это вес изображения в промпте. То есть вы его можете... Насколько изображение будет влиять на финальный результат. Вы его можете от 0.35 до выкрутить до единицы. Давайте посмотрим, как это с единицей будет выглядеть. Ну, в принципе, я так понимаю, единица говорит о том, что он старается даже форму самого изображения, то есть придать тем объектам, которые есть. То есть здесь просто как бы идея без формы. Ну, тут тоже форму передает, хотя. Я для себя определил, что где-то в районе 0,66-0,68 оптимальное как бы влияние. То есть, но здесь есть один момент. Если помните, по-моему, сегодня в чате Елена писала, которая Стеллар, писала о том, для чего служит SID. SID служит для того, чтобы вы могли там повторить это же самое изображение, его вот здесь вот прописываете, вот он, use fixed SID, вот эту галочку снимаете, ставите. Вот. Хочу вам сказать такую новость. При использовании изображения в качестве промпта ваше изображение никто никогда в жизни не повторит, если у него не будет такого же изображения. То есть все, что вы сгенерируете, это будет ваше персональное, и никакие копирования сидов, ничего не даст возможности кому-то повторить то, что вы, вот, ну, грубо говоря, вот это же самое никто не сделает с этим же сидом. По-моему, прикольно, да? Да. Вот. И я обратил внимание, что брака при использовании вот такого промпт-мэджика гораздо меньше, нежели если бы мы, ну, как бы, что-то писали вот сюда текстом. То есть он гораздо качественнее воспринимает уже то, что какое изображение было, нежели то, что мы пишем описание. Все-таки описание мы как-то ему не совсем точно передаем, а это ему передается гораздо точнее. Вот, то есть, пожалуйста, пользуйтесь, тем более, что как бы это дает хороший эффект. На мой взгляд, гораздо более интересный, нежели бы, если бы вы это попытались описать словами. То есть, ну, попробуйте описать словами, что вот у нее звезды стекаются к ней веером в ладони, что-то такое. И что она вот так вот стоит. Да никогда ты так не опишешь. Ну, нет, опишешь, конечно, будет нечто похожее, но надо здесь же и стиль рисовки передать, потому что здесь... тут художника нету, да?
То есть здесь идет все отсюда. Ну, кстати, можно еще добавить художника. Можно я еще свои 5 копеек добавлю, потому что как раз-таки по поводу имидж-промпта и второго там ползунка. Получается, и он не понимает, что изображено на рисунке. То есть, мне кажется, имидж-промпт не совсем так он описывает. То есть, вот 2 фотографии загружены, он понимает, вот если, допустим, image weight, вот этот вот верхний, это, я как понимаю, насколько он будет с этих 2 картинок брать оттенки, то есть цвета, оттенки и прочее. А Prompt Magic, Stretch, насколько будет объект нарисованный на этой картинке, то есть именно формы передать. Но он не понимает, что там, допустим, человек или луна, как я понимаю это все дело. И вот этими 2 ползунками, получается, играешь цвета, насколько они будут из этих 2 картинок браться, и второй, ну, какие, скажем так, формы будут нарисованы на рисунке. Я это так понимаю. Вот если, допустим, максимально сейчас верхнюю галку выкрутить вправо, то будет прям максимально красный, максимально синий цвета и оттенки и прочее очень похоже. А нижний вот этот, да, который ты вот вторую выкрутил, это как раз-таки насколько, ну, то есть вот будет там, допустим, красный персонаж, я не вижу, кто там, не совсем, и, Там то есть задний фон, он будет миксовать цвет. Ну да, ну не суть, ну, короче, будет максимально на них похоже. Даже вплоть до того, что как поза. Так, то есть и влево, и вправо выкрутил, ну, чтобы посмотреть. И давай вот так сделаем. То есть вот так вот, да. Но он не понимает, что на картинке нарисован человек или персонаж. Он берет общее очертание, то есть расположение фигуры, где по центру, допустим. Он же и цвета захватывает. И, да, он захватывает по верхней полоске. Ну, в общем оттенке, как им должно. То есть он миксует с обоих. Вот смотри, я взял, убрал влияние image weight, и, ну, как бы, можно сказать, что влияние вообще минимально. Вот, и в этот момент он, получается, не подкручивает с этих картинок, которые ты загрузил, и он фантазирует уже именно по промпту, который написан. Давай так сделаем. Вот у меня есть такое предложение. Возьмем яблоко, и в качестве... Вот я просто тоже пытался понять, когда он форму передает. Надо вот оставь на всякий случай лучше вот Спайдермену, чтобы понятно, что, ну... Вот смотри, я на всякий случай вот взял, сделал квадрат, да, зеленый. Я тоже хотел понять, когда он передаст форму, а когда он передаст цвет. По нижней он передаст форму, а по верхней он будет захватывать цвет. Ну, давай, я вот так вот верхнюю просто 0,85 поставлю. Это яблоко, правильно? Но по твоей логике, это должно быть зеленое яблоко. Блин, надо было квадратное сделать. Но он не... ну, по идее, да. То есть, он форму не передаст. Но опять же, видишь, мы же не написали, что ему зеленое яблоко. Он зеленый фон, видишь, берет, так как в кубике зеленый фон. И он не знает, что заливать, и он предполагает, что нужно залить именно фон. Тебе не придираюсь. Борисович, напиши N-Apple. Не просто Apple, а N-Apple. Да, все правильно. N-Apple. Чтобы было яблоко. Но не суть. Мы к тому, что хотели, чтобы он яблоко закрасил в цвет. Вот. Здесь, вот смотри. Ну и вот оно, зеленое яблоко. Здесь... Опять же, видишь, он общий фон картинки берет. То есть он, который мы подгрузил ты зеленый квадратик, он берет, ну, что понимает, ну, там есть белый оттенок, есть Я зеленый. понимаю. Я понимаю тебя, но видишь, он просто взял квадрат и в него яблоко впихнул. Он не придал квадрат
яблоко. А вот сейчас ты видишь, он видит, что нам нужно максимально брать акцент не с промпта, а с этого, с фотографии. И он будет сейчас фотографии рисовать квадрат. Ну, то И есть ты хочешь перегонит. сказать, что мы квадратного яблока не увидим? Нет, мы увидим, когда у нас будут пересекаться промпт текстовый, и когда будут пересекаться у нас вот как раз-таки вот эти ползунки. То есть в какой-то идеальный момент, да, мы найдем баланс, в котором он поймет. То есть он понимает, что вот этот, ну, как я понимаю, вот этот prompt magic, чем он минимум, то есть он выдумывает уже с промпта, с подсказок. Чем максимум, он берет уже именно с фотографии. Ну, А вот я именно здесь- верхний вот этот image verse, вот этот, он именно по нему как итоговая вся наша фотография будет именно с таких оттенков и прочего. Было зеленое яблоко, а здесь напополам зеленый. Я выкрутил image weight, не prompt magic, и получил почти квадрат. То есть как бы немножко не совсем так, как ты думаешь. То есть prompt magic strange сила здесь не повлияла на фигуру. Здесь повлияла на фигуру image. А image verse это оттенок, это цвета. Цвета, которые у нас в желтом квадратике. Смотри, у нас image weight был 0,68, вот на нижней картинке. Яблоко осталось круглым. Потом я выкрутил на 0,75, и форма яблока изменилась. То есть все-таки форму яблока, форму картинки подгруженной в image prompt, передают и то, и то. Prompt Magic Strange – это действительно просто усиление. То есть если я сейчас его чуть-чуть прикручу, он еще квадратнее все сделает, и, скорее всего, он уже будет просто квадрат. То есть уже форму потеряет это. Ну, я просто почему к этому пришел? Я вот именно с верхним ползунком игрался на людях и на деяниях. Вот там был хороший пример, как вещи были либо, ну, именно оттенки общей фотографии. То есть вот это всего прям было очень четко понятно. Ну, лично мне, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я к тому, что я как бы тоже думаю, что, ну, это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться, что он первым делом передает цвета, вторым делом он передает композицию, имеется в виду, чем там нарисовано, какими красками, или фотографии, или не фотографии, или картина черно-белая, штрих, ручкой, карандашом, то есть композицию саму. Не композицию, а стиль, да, стиль правильнее будет сказать. Третьим делом он уже начинает придавать формы. Ну, то есть это так он считывает с картинки. И так как у нас сама форма, она идет в конце, он ее как бы считывает как форму, когда промпт создается. Поэтому нужно большое усиление, чтобы выразить форму объекта на том референсном изображении, для того, чтобы у тебя это проявилось в твоем конечном изображении. То есть она просто, сама форма, она просто стоит на последнем месте этого, ну, как бы внутреннего промпта, который он делает из этого изображения. То есть если бы она стояла на первом месте, то у тебя бы сразу получился бы квадрат, а зеленый цвет бы там передался потом. Но он нет, он сначала передал зеленый цвет, потому что цвет понятен. Потом вот эта графичность, что это просто график, это не фотография, ничего. А потом уже начал передавать форму и миксовать с тем описанием, которое ты здесь написал. Ну, мое мнение вот такое, как бы, может быть, ты больше прав в том плане, что Prompt Magic Я почему говорю, почему и не понимает, что он рисует, условно говоря. То есть я вот недавно столкнулся тоже с таким моментом, я хотел нарисовать чужого. Ну, понятно, да, ой, не чужого, а хищника, то есть с фильма. Вот. И да, то есть он примерно... Эту он форму понимает... точно. То еще раз? Он ему позу передаст, он форму эту точно не передаст. А для того... Нет, я к чему говорю? К тому, что он не понимает, чего от него хочешь. Ну, то есть мы,
когда мы понимаем, когда там говорим о хищнике, мы понимаем, да, то есть определенный вид гуманоида вот этого именно, а их же там разновидности большие. Он не понимает, что мы именно конкретно его хотим. То есть когда мы говорим про каких-то там актеров и прочих, то есть он там еще, ну, как-то худо-бедно там попадает в точку. Но вот если каких-то таких вот персонажей брать, которые как-то внешне, я так понимаю, ну, там могут отличаться, вот мне так и не удалось добиться. То есть я не знаю, я как только не игрался. Ну, единственное, только, наверное, если имидж, то имидж там условно. Но это уже не совсем то есть это не он сам рисует. Я То есть он не согласен, понимает, что- как я понимаю, что он не знает, что он рисует, что мы рисуем какой-то определенный объект. Нет, так я же и говорю, что он сначала картинку, которую ты ему дал, кормил, он ее превращает в слова. То есть он не из картинки рисует. Как, ну, все думают, что он берет эту картинку и с нее перерисовывает. Нет. Он из нее делает текст более близкий и точный к этому изображению, чем нежели бы мы его описали. А потом уже вставляет в твой промпт. Поэтому он и называется image prompt. То есть он все равно на основе текста формирует изображение. Да, там оно более точное, но оно абсолютно идеально не опишет никогда то, что нарисовано на этой картинке. Передаст атмосферу, передаст штрихи, передаст форму в какой-то степени. Но так, чтобы это прям ты взял, загрузил свою фотографию, и тебе на выхлопе, даже выкрутив на единицу, получилась твоя же фотография, такого не будет. Потому что он опишет тебя, как он сможет описать, насколько он сможет точно тебя описать. И эти слова он подставит вот после вот этих вот двух слов. Борисыч, а ты вставляешь какие изображения? Просто из интернета или которые сгенерированы? Я и все вставляю. Ну вот поставь ради интереса ту, которую сгенерировал в нейросети. Ну, в принципе, я понимаю, к чему ты клонишь. Может, у него там теги какие-то. Смотри, есть отдельные сервисы в сети, которые из изображения вытягивают промпт. То есть, если это изображение было сгенерировано в какой-либо нейросети, он начинает из нее подтягивать какие-то данные. Если же это просто фотография, он будет каким-то образом просто пытаться описать то, что он видит. Плюс-минус. Хотя это не всегда получается. Смотрите, вот это изображение я по чужому промпту генерировал, оно мне понравилось по идее, то есть какой-то демон с крыльями на Луне. И я его сохранил в качестве референсного для дальнейшего использования в Prompt Magic. Вот я как бы его сейчас и подгружу, как ты, Дим, меня попросил. То есть я его подгрузил вот сюда. Мы поставили пробел. По твоей логике, он должен нечто подобное сделать. Тут насколько надо выкрутить, чтобы он это изображение полностью перерисовал? А ты попробуй на максималках и на минималках. Ну да. Но я как еще понимаю, еще и модели по-разному воспринимают тот же промпт. То есть еще надо, если Там такую же Dream прям Shaper. картинку нужно понимать. Ну да. Там Dream Shaper версия 6. Вот внизу видно. Ну, вариации на тему этого же демона. Причем все выкручено на максимум. Но ты можешь Prompt Magic именно саму силу оставить на 0.4. То есть не обязательно выкручивать. Нет. Давай возьмем любую картинку с интернета и сделаем то же самое. Давай. Но ты демона уже не получишь. Ну, я не демона, я другую картинку возьму. Не знаю. Ну, какую взять, скажите? Да бери любую. Ну, вот эту можно взять. Давай. Нет, это. Или ладно, возьмем эту. Чем качественнее изображение, тем лучше. Да я думаю, это не Спасибо. обязательно. Мне кажется, 16:9 поставить, да и все. Главное, соотношение сторон, чтобы было одинаковое. Да, я именно 16:9 и выставил. Угу. Ну, то есть, вот, но взял я Dream Shaper, потому что я не знаю, какой там использовался. Скорее всего, Dream, ну, как бы похоже на рисовку Dream Shaper.
Ну, в принципе, очень близко. То есть ему вообще без разницы, где было создано это изображение. Дим, Да, я тебя слышу. Я что-то не понял, в итоге мы какого сейчас эффекта ждали? я ждал того же эффекта, что можно повторить не только созданное в Леонардо изображение. Что, ну, Дима говорит, если в Леонардо оно создано, то он Ну, его... не обязательно в Леонардо, оно может Не, быть не создано обязательно, в да, другой я нейронке. Ну, Я вот как в данном- понял, вот о чем Дима говорит, то что как раз-таки, когда создается именно в нейронке, там, без разницы в какой, именно туда зашивается условно все описание промпта. И он этот промпт подсасывает, когда мы уже рисуем Да, вот он в к этому другой. и клонит. Он к Вот, этому и клонит. ну, хорошо, возьми просто любую именно фотографию, именно не созданную в нейронке, потому что это не исключено, что она вот это создана. Она, может быть, где-то себя держит. А чтобы исключить вот этот момент, просто обычную фотографию какую-нибудь. Ну, вот это, наверное, да? Это же явно работа... Может быть, просто без арта, просто фото. Возьми Вообще просто, просто. возьми автомобиль какой-нибудь или портрет, вот Просто что-нибудь. фотография, там, без разницы, да. Именно чтобы... Ну, вот это, да? Да, Да, пойдет. да. Так, вот мы его загрузили, все, да? Размер примерно там, ну, можно чуть-чуть убавить, там, по-моему, вот как-то вот так вот было. Ну, бахаем. Надо было не Dream Shaper брать, извиняюсь. Хотя он тоже может отрисовать нормально. Да, пожалуйста. Значит, они его как-то обновили. Потому что, когда я проверял, у меня изображения, если это не из нейронки, они не подтягивались. То есть потом я просто это не проверял. Ну вот видишь, как бы сейчас он просто любое изображение превращает... Убери prompt magic в 0. Ну, в самый минимум. Не 0,4, а вообще, да, минимум. А верхнюю так и оставь. И соотношение сторон Да. поменялось. Ну, да. Вот я в 0 убрал. Интересно, а номер тот же он ему оставил? Нет, номер другой. Нет, с номерами. О. Вот видишь, вот о чем я и говорю. Он подтягивает именно цвета, фон, все, вот этот именно верхний ползунок. А нижний, он либо будет по подсказкам. Вот если ты сейчас напишешь Бентли, он тебе нарисует Бентли. Именно напишешь при всех тех же ползунках, параметрах. Так Prompt Magic Нет, работает, в самом верху. он усиливает каждый токен, который ты вписываешь в промпт. То есть, если мы сейчас Prompt Но- Magic опустили в самый ноль и поставили просто изображение, оно у тебя практически ничего не даст. То есть, видишь, сама функция называется Image Prompt. То есть, оно берет изображение, ты усиливаешь его промпт, и он его начинает лучше считывать. То есть, если мы его поставили на 0.1, ну вот он считал, грубо говоря, что там есть автомобиль. То есть, больше он ничего не может оттуда взять. Ну и цвета еще. Ну, смотри, а если вот сейчас он вот этот нижний ползунок выкрутит вообще в один, он нарисует, ну, там, плюс-минус то же самое. Так, это было ниже, да. Вот, Вот видишь, он его 0,25. начинает прорисовывать, правильно. 0,25. А если ты поставишь наполовину и выше, у тебя Всего-навсего. будет Ну, все 0,8. та же машина. Ну, опять же, он не понимает, что он рисует машину. Он понимает, как она должна выглядеть. То есть, условно, копию делает фотографии. Почему не понимает-то? Он ее перевел в промпт, и все. Вот он видит, что перевернул эту машину задом наперед. То есть, ну, это вообще не та машина, которая там была. Вот. Это не эта машина. Это другая машина, вот эта справа. Да и это другая машина. Он не сделал её. Астон Мартин сделал. Он не сделал один в один, да. Он просто, как бы создал промпт текстовый, в котором написал, что это машина. Но какая это машина? Какая-то красная машина, спортивная. Вот как-то вот так вот я это вижу, что он словами описал,
А потом эти слова из этих слов сделал изображение, как обычно генерируется изображение. То есть вот если есть такая функция, она, к сожалению, сейчас не работает, которая делает промпт из изображения. Там вот тоже просто изображение туда загружаешь. Борисыч, посмотри в чат, открой, вот я скинул. Ну давай вот Бентли этот сюда дофигачим. Слишком большое изображение, сейчас мы долго будем ждать, когда оно обработает. Как бы то ни было, он сейчас делает описание, причем в описании, если мне память не изменяет, он всегда добавляет какого-то либо фотографа, либо художника, если это... Вот я, кстати, этой функцией пользовался очень часто, чтобы цеплять каких-то художников. Именно вот для того, чтобы похожую картинку потом генерировать, похожий стиль. Вот. Потом это поломался, но я другим пользовался интерпретатором. Этот интеррогатор. Так, сейчас я тебе другой скину, если этот не справится. Да он справится, просто он долго будет. Изображение большое. Ну, ты поставил best. Да там хоть best, хоть... Да, Хоть Если fast. поставишь fast, то просто будут тупо как слова, вот как для SEO. А если будет в бесте, то оно будет похоже на написание промпта. Да? Вот этим я никогда не... Вот именно вот этим интерпретатором я никогда не пользовался. Ничего про него сказать. А блеска он, скорее всего, добавляет из-за Тиффани в конце. Борисыч, пропиши еще Autumn Nature в негатив. Можно и так. Да я думаю, в принципе, наверное, достаточно с этой машинкой играться. Вот он. Ну, в общем, оно считывает и считывает, а дальше уже сидеть играться, под себя подстраивать. Ну да, да. То есть все-таки Prompt Magic image to prompt, да, я вот так его назвал, он гораздо точнее считывает и воспроизводит уже изображение, нежели если бы мы самостоятельно пытались описать эту машину. Как бы мы тут не старались, мы такое же изображение не сделаем. Да. Вот. Хотя тут тоже очень золотая, вон, видишь, листья желтые над городом кружатся. А тут немножко другая картинка. Чат, Ксюша написала: Борисович, можно еще раз верхний вариант глянуть, пожалуйста? Верхний вариант автомобиля. Вот этот. Я так понял, вот здесь вот, да? Вот этот. Ксюша, почему ты не сказала? Почему ты голосом не сказала? Я услышал. А в чате я не вижу. Я поэтому дублером работаю. Связь сифонит. Так, красивая тачка, да, кстати.
Так, а что нужно было? Промпт? Давай я промпт скину с негативом. Скинь с негативом. Но этот промпт это уже обновленный, правильно я понимаю? Да, это то, что мы сейчас записывали. Окей, значит, это изначальный. Точнее, Но это я уже вот согласен обновленный. с замечанием, что, может быть, оттуда. Я вот убрал Тиффани. Честно говоря, я небольшой специалист по этим моделям машин, вот именно конкретно, да. Но вот почему там Тиффани он определил, я не знаю. Он участвовал в разработке этой модели? Кто его знает? Может быть, он подчеркнуть именно... Тиффани это вообще левая тема. Это, наверное, да, вот скорее всего, что-то с Я блеском вот и с прочее этим связано. согласен, Или, может, да, стилистика, ну. Тиффани машине это никакого вообще ювелирка, отношения. и поэтому оно блеска добавляет. А-ля Ну, может быть, кстати, драгоценность. да. Может быть. Но вообще Тиффани это уже такой, можно сказать, оттенок цвета. Его уже так и называют Тиффани. Ну, кстати, вот можно использовать на будущее в своих этих промптах вот этот Тиффани. Будем примерно понимать. Давайте вот мы возьмем и сейчас вот ту девочку сделаем Тиффани. Он просто Тиффани надо писать или как? Просто Тиффани. Так, тут все Вот мне бы интересно было бы тему поднять, вот именно про что я говорил. То есть, как объяснить, как донести ИИ, что вот именно определенную личность, так скажем, мы хотим получить. Ну вот на примере того же этого хищника, предатора. Ну, кстати, вот Тиффани, пожалуйста. Ну, Тиффани это чисто оттенок. То есть, если ты даже загуглишь, зайди, просто открой Google, посмотри вот Тиффани, ты поймешь, что это за цвет. А, ну вот он такой. Ну, тогда он к этой машине точно никак. Ну вот, каким-то Стёкло- образом он его стёкло подтянул. было. Ну да, бог его знает. Ну, давайте. Может, он просто вместо металлика спутал, потому что металлик-то все-таки есть в покраске машин, и как вариант он взял Тиффани. Может быть. Я думаю, не стоит гадать, потому что, ну, как бы вот еще раз подгрузишь, могут быть и другие результаты. Понятно. Так, ну давайте, знаете что, я вот еще как бы хотел вам показать вот эту генерацию свою. Как вы думаете, это алхимия или не алхимия? Ну, давай я за алхимию. Не, мне кажется, это не алхимия. М-м. Это не алхимия. Я просто сделал стиль, который создает эффект алхимии. Вот эти вот резкие цвета тени, блеск, такие вот. Я к тому, что, в принципе, как таковая алхимия, она вот примерно, ну, грубо говоря, берет и какую-то часть промпта, которую вы... Ну, это к тому, что когда появится эта функция, то... Извини, она... Борис, просят этот промпт сразу же в чат, Ксюш просит. Ты скинь, чтобы мы его тогда могли тоже пощупать, а ты будешь нам рассказывать про него. Да, хорошо. Так, этот промпт начинается именно вот где я имитировал алхимию с рейтрейсинга. То есть вот после Масамуни Ширу и С ней срочно? Тошо Маида весь остальной текст это просто имитация алхимии. Набирал я это сам, пытался именно придать... Борисыч, а скинь еще, пожалуйста, само изображение тоже в чат. передать вот этот блеск, который дает алхимия, она более ярко играть с тенью и со светом,
Причем свет настолько ярко порой выдает, что я в свое время назвал это, как вы помните, силиконом. Вот. И, собственно говоря, подключать промпт с рейтрейсингом можно спокойно ставить ваши какие-то промпты, и будет примерно вот такой результат. Там единственное, что может в некоторых случаях нужно будет убирать металлические, еще какие-то вот нюансы. Но в целом, как бы, картина вот такая. И, в принципе, есть набор стилей различных, которые я, в принципе, могу вам куда-то скинуть, если интересно. Или ты можешь, я смотрю, у тебя просто он в Google таблицах, ты можешь открыть доступ по ссылке и скинуть сюда ссылку, и все, у кого ссылка, они смогут пользоваться. Так, а вот здесь у меня промпт, который запустили для этого, для ChatGPT на втором листе. Вы тоже можете им пользоваться. Надо просто вот все это скопировать отсюда и вставить в ChatGPT. И там даже на русском языке вы, если будете давать так называемую идею, то вы сможете пользоваться, ну, получите в ответ несколько промптов. 3, по-моему, там промпта он делает. Фотореалистичный, артистичный и какой-то смешанный. Ну, я посмотрел, мне, честно говоря, Эгоистично. этот промпт не сильно зашел. Он на 3-й версии ChatGPT, он криво работает. То есть тут нужна версия постарше, 3,5 как минимум. Так, ну, я, наверное, все на сегодня. У меня что-то как-то словарный запас закончился. Да не, все здорово, спасибо тебе большое, да, очень, интересно, да. Да не за что. Я надеюсь, если что-то хотите еще попробовать, там, потестить, Дима может подключить себя уже. Дима, давай, бери инициативу. в свои руки. Дима, Я слышу, Борисович, я думаю. спасибо. думаешь? Я думаю, тратить ли токены.